Всем привет! Еще один вариант больших китайских линз, на этот раз от ASIM Welding. Линзы из себя представляют копию американских фьюриков и подобных. Сразу хочу сказать, что работают они не хуже, но стоят при этом раза в 3-4 дешевле американских аналогов. Собственно, при такой разнице в цене не вижу смысла американцев покупать. Китай себя очень хорошо показывает. Для сравнения с линзой из предыдущего обзора, в принципе, работают они тоже очень хорошо, но, как тут видно, асимовские сильно выигрывают по размеру. По весу тоже вот эта линза весит наверное, в 3-4 меньше. Данный вид линз универсальный, то есть подходит как на горелке 17-26 типа, так и на горелке 9-20 типа. Сами сопла изначально предназначены для использования с линзами 9-20 типа, а на горелке 17-26 типа ставятся через так называемые стаби линзы. То есть стаби линзы — это по сути копия линзы для 9-20, но подходящая по резьбе к 17-26. Собственно, в комплекте шли 3 сопла 24 размера, 16 и 12. Также у ASIM есть комплектик еще с 4 соплами, с 14. То есть, я посчитал, что мне 3 вполне достаточно. Также, как уже говорил, в комплекте идет стаби линза для 17-26 горелки. В принципе, к линзе вообще никаких претензий. Сделано все очень качественно. Цанга вообще гораздо лучше стандартных. То есть гораздо толще. Жить такая цанга должна очень хорошо. Плюс идет в комплекте изолятор. Он немного тоньше стандартного. По высоте, вернее, немного поменьше стандартного. Но я попробовал работать со стандартным изолятором, никаких проблем нет. То есть этот изолятор ставить не обязательно. В дополнение к стандартной линзе в самом сопле идет еще одна сеточка. Сеточка хорошая, многослойная. В сумме эти две линзы, вернее, два комплекта сеток дают очень хорошую защиту. Тут вопросов вообще никаких нет. Для демонстрации работы линз устроил небольшое практическое испытание. То есть взял пластину 304 стали толщиной 4 мм. Для линз это не самое простое испытание, потому что, собственно, использована достаточно высокая сила тока была. Ну и, собственно, достаточно высокая температура при сварке. Первый шовчик у нас это 12 сопло и расход 10 литров в минуту. Второй шовчик это 16 сопло и расход 12 литров в минуту. И третий шовчик это 24 сопло и с расходом 15 литров в минуту. Как видно из теста, лучше всего показалось 16 сопло с расходом 12 литров в минуту. А вот 24 сопло подвело. То есть, чем больше, не всегда тем лучше. То есть, по-моему, 24 это уже излишний размер. А вот 16 или 12, то есть, вполне оптимально использовать. Опять же, повторюсь, если бы мы использовали лист не 4, а 2, то швы бы были вообще все серебристые, а не золотистые, так как температура сварки была бы ниже, и температура самой пластины была бы пониже. Если хочется немножко поупражняться в цветных швах, то с данными соплами тоже никаких проблем нет. То есть в данном случае цвет получил, просто изменяя угол наклона горелки. Ссылки на данный набор я оставлю в описании к видео. Собственно, там будет 2 ссылочки на набор для 17-26 горелки и на наборчик для 9-20 горелки. Наборчики, в принципе, недорогие, стоят примерно 1400 рублей с учетом доставки до России. Если у вас какие-то вопросы еще остались, то задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр.